Всем привет, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал. Подпишись, если ты этого до сих пор не сделал и к нам не присоединился. И нажми на колокольчик, чтобы не пропускать все мои новые видео. Скоро лето, и многие сталкиваются с такой проблемой, как лишний вес. Ну, я точно с этой проблемой столкнулась. И все мы хотим все-таки к лету сбросить все лишнее и выглядеть красиво в купальничках. Я начала в последнее время очень сильно за собой следить, за своим питанием, за своим образом жизни. И так как у меня очень сильно понизился метаболизм, у меня возникла такая проблема, что те способы, которые раньше помогали мне похудеть, сейчас не работают. И я прислушиваюсь сейчас к своему организму, смотрю, как он на что реагирует, и стараюсь помочь ему восстановить тот метаболизм, который у меня был раньше. Сегодня я вам расскажу несколько таких моих лайфхаков, как восстановить метаболизм организма, как все-таки начать подготавливать организм к сбросу веса. И данные способы помогут вам не только подготовить организм, но и на протяжении того, когда вы будете сбрасывать свой вес, держать свой организм в тонусе. Ну и для начала начните планировать свое питание. Желательно распланировать свое меню на всю неделю вперед и закупайтесь сразу на выходных и делайте себе заготовки на каждый прием пищи. Вы можете это все сформировать в контейнеры и убрать в морозилку, чтобы это не испортилось, но при этом вы сможете в любой момент достать из морозилки, разогреть уже готовую еду, и вы не будете тратить лишнее время, у вас будет уже с выходных готово все меню на всю неделю. Главное, не забывайте, что у вас должна быть дневная норма меньше положенной. Посмотрите на сайтах свою норму, у каждого она индивидуальная, и все зависит от того, какой у вас рост и вес, и какого результата вы хотите добиться. Обязательно выпивайте стакан воды натощак, как только проснетесь. Это оказывает очень благоприятное влияние на организм. Во-первых, это подготовка желудочно-кишечного тракта к работе. Во-вторых, очищение организма от шлаков и токсинов. В-третьих, возобновляет баланс жидкости в организме. И самое важное, ускоряет обмен веществ. Это то, что нам необходимо при сбросе лишнего веса. Обычно, когда выпиваю стакан воды натощак, я только через полчаса потом завтракаю. И, ребята, обязательно завтракайте. Я понимаю, что многие привыкли выпить кофе или выпить чай и побежать на работу, на учебу или по своим делам. Но завтрак — это один из важных приемов пищи, поэтому старайтесь все равно хоть что-нибудь полезненькое, но скушать с утра. Вначале это будет тяжело. У меня тоже была такая проблема. Я вообще не завтракала, потому что у меня была проблема, меня укачивало в транспорте. Но, вы знаете, как-то я эту проблему переборола, и постепенно мой муж меня заставлял, чтобы я хоть что-нибудь кушала. И постепенно это входит в привычку. И вы тоже так введите в привычку обязательно завтракать. Обязательно имейте под рукой полезный перекус. Это могут быть ломтики овощей или фруктов. Или же вы можете сделать домашние снеки из сухофруктов и орешков. Если кому-то интересно, как они делаются, я могу написать в комментариях рецепт. Пишите, я вам все скину. Так как такие снеки намного лучше покупных, там нет никаких добавок, там нет никаких ароматизаторов, и они намного полезнее, нежели покупные. Старайтесь пить очень много воды. Ну, не то чтобы очень много, старайтесь пить свою дневную норму. Многие забывают о том, что нужно пить воду. И чай, кофе, соки не относятся к воде. Нужно пить воду. Посмотрите на фитнес-платформах, какая у вас ежедневная норма потребления воды. Обязательно стакан воды до приема пищи. Такой способ помогает есть меньше и также помогает работе желудка. И желательно только через 45 минут после приема пищи можно выпить еще один стакан воды. Но старайтесь не пить во время еды, так вы разбавляете свой желудочный сок, и желудок все переваривает медленнее и тяжелее. Старайтесь больше двигаться, так как зачастую мы в основном сидим на работе, пока мы едем в машине или в автобусе. Домой пришли, сели, покушали, сели перед телевизором. Но вместо того, чтобы сидеть перед телевизором, вы лучше пойдите погуляйте, прогуляйтесь. Старайтесь гулять перед приемом пищи. Даже вот, к примеру, если у вас обед, у вас все равно есть немножко времени, вы можете пойти прогуляться и потом пообедать. Многие стесняются устраивать разминки на
на работе, но в этом нет ничего такого. У нас, допустим, на работе есть шведская стенка, и нет ничего зазорного в том, чтобы подойти и немного размять свое тело. Ну и разминки на работе никому не помешают. Я думаю, многие вас даже поддержат, потому что сейчас все стараются следить за своим телом. Есть еще такой очень важный момент: старайтесь не есть во время просмотра телевизора или когда вы листаете что-то в телефоне, или если вы смотрите какой-то сериал на компьютере. Когда вы кушаете, ваш мозг должен настроен быть только на прием пищи и не отвлекаться на то, что происходит на экране. Так как то, что происходит в мониторах ваших телефонов, телевизоров, отвлекает ваш мозг и не дает ему подавать сигналы о сытости, потому что у него дополнительные другие процессы происходят. И из-за того, что столько много процессов, мозг не может передать желудку сигнал о сытости вовремя. То есть вы сидите, едите, а потом бах, вы встаете, у вас тяжесть, и вы понимаете, что вы вроде поужинали, пообедали и переели, при этом вы это не заметите, потому что вас отвлекает телевизор или телефон или компьютер. Даже я замечала, когда я смотрю какой-нибудь сериал, а я очень люблю посмотреть какой-нибудь сериал вечером, и если я при этом ем, я наедаю намного больше, нежели если бы я просто сидела там в кругу семьи без телевизора, и просто мы ужинали, к примеру. И поэтому старайтесь не смотреть телевизор и всякие такие гаджеты, которые отвлекают вас во время еды. Еще такой момент: постарайтесь отказаться от белых продуктов. Что я под этим подразумеваю? Соль, сахар, белый хлеб, картофель, жирные молочные продукты. Постарайтесь по возможности их постепенно исключить из рациона, чтобы было комфортнее привыкать к их отсутствию или минимуму. Старайтесь заменить разноцветными фруктами, овощами, цельным зерном, здоровыми протеинами и полезными жирами. Введите в привычку бег, прыжки на скакалке или, к примеру, велосипед. Вы можете тратить всего хотя бы 15 минут в день. Скажите, это немного, 15 минут в день, но организму это будет намного полезнее. Еще самый важный момент: ставьте реальные цели. Если, к примеру, у вас нет возможности ходить вечером на тренировки, не нужно идти в 12 ночи на тренировки. Вы лучше сделайте так, чтобы вы утром пошли на тренировку перед работой. Да и утром в спортзале намного меньше людей, нежели вечером. У вас будут свободные тренажеры, и тренер сможет вам уделить больше времени, нежели вечером. Я думаю, эти лайфхаки очень простые, и сложности в их выполнении я, в принципе, не вижу. Я постепенно себя к ним приучаю и уже вижу некоторые сдвижки в организме. Я себя начала чувствовать намного лучше после того, как начала применять эти лайфхаки. Конечно, я их пока не вывела в автоматизм, но я на это нацелена. И надеюсь, вам помогут такие небольшие и простые лайфхаки. Если вы знаете какие-то свои секретики, то обязательно напишите мне в комментариях. Я их возьму себе на заметочку. Так что давайте делитесь. Я думаю, мы все хотим быть красивыми, стройными этим летом. Спасибо, что сегодня были со мной, и спасибо, что посмотрел это видео до конца. А на сегодня это все. Всем спасибо, всем пока!